И всем привет! Вы находитесь на канале Эдик Лего Майнкрафт и добро пожаловать на новое видео. Сегодня мы с вами рассмотрим мои новые самоделки на тему скалка. Но перед этим обязательно поставьте лайк и подпишитесь на канал. Поехали! Начать предлагаю с небольшой предыстории. Наверняка существует много людей, которые очень хотят увидеть измерение скалка в Майнкрафте. Так вот, я один из них. Весной прошлого года один из создателей контента на рынке Bedrock издания под ником Shapescape выпустил карту измерения Вардена. Там были новые блоки, предметы, мобы, биомы и много чего еще. И в июле прошлого года я собрал пару самоделок на тему этой карты. Одной из этих самоделок был безволосый страж. Я его называю древним стражем. После весной этого года, в самом начале, выходит еще одна карта на тему скалка Мега Варден. Ну и относительно недавно выходит новая карта Скалк Динозавра. И конечно я не упущу такой возможности для новых самоделок. Здесь, пожалуй, мы и начнем обзор самоделок. Изначально я планировал сделать несколько динозавров и небольшой кусочек из этой новой карты. После у меня появилась гениальная идея. Я решил объединить карты в Лего, а именно измерение Вардена и скалка динозавра. И вышел довольно большой мир. Здесь есть и изначальный островок, на котором находится эта структура. Причем подобная структура была и на карте измерения Вардена. Также есть какой-то гриб с измерения Вардена. В скалковой пустыне будет обитать как раз таки тот древний Варден, о котором я говорил в начале. Который этот безволосый страж. По факту сам мир он довольно пустой. А теперь перейдем к мобам. Первого моба я решил придумать сам. И точного названия у него нет. Мне пришла в голову идея назвать его скалкером. Да, название не очень, но какое есть, такое есть. Возможно, позже изменю. Это что-то наподобие какого-то маленького животного с головой Вардена. Короче, вот такой вот странный моб. Теперь перейдем к древнему Вардену. Почему он мне нравится больше всех? То, что он является обновленной версией второго Вардена. Да, разработчики очень думали, как он будет выглядеть. И Shapescape решил его немного переделать и сделал намного его лучше. Вышел он у меня как в прошлом году. На этот раз я постарался использовать четко серый, черный в виде скалка и розовый в виде самого Вардена. И мне кажется, на этот раз я его повторил намного лучше. Ну и переходим к самому последнему мобу. Мобу, Короче, переходим к скалк спинозавру. Его я постарался сделать как в самом трейлере этой карты. Я также сделал ему гребень, постарался передать его текстурку. Ну и в принципе также добавил его череп. В общем, постарался передать все из трейлера. Но возникли некоторые проблемы с его задними лапами и хвостом. Что-то много серых экранов в этом видео. Да уж. Но в итоге я победил эти мучения и смог сделать более похожего спинозавра, как в трейлере. А на этом самоделки закончились. Пишите в комментариях, какие оценки вы бы поставили этим самоделкам. Обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал. А с вами был я, Эдик Лего Майнкрафт. Всем удачи!